Всем привет! И это Дубай. В этом ролике мы вам покажем самые интересные места, которые мы посетим в эту поездку. Сейчас у нас апрель 2025. Это уже не первый наш ролик. Так предлагаю прогуляться вместе с нами и посмотреть что-нибудь интересненькое. Алексей, скажи, по нашим многолетним наблюдениям, так ты, как говоришь, останавливаться лучше где в Дубае? Лучше выбирать центр, самый центр, вокруг Бурдж-Халифа. Вот, вернее, вот здесь. Мы здесь, в принципе, останавливаемся уже много раз. Если вам не нужен пляж, если вам... Ну, на пляж можно и съездить, в принципе. Но нам из Испании он точно не нужен, поэтому у нас свой есть. Поэтому, да, мы останавливаемся всегда где-то в центре, для того, чтобы можно было спокойно погулять. Все достопримечательности, такси, стоит недорого. Да, вот тут как раз метро мы проходим, кондиционировано очень, а мы идем... Очень интересное место. В общем, предлагаю пройти с нами. Пойдемте, vamos! Расскажи, что многие, когда вот в последнее время проходят метро-стейшн Дубай метро, они проходят вот эту вот надпись мимо и идут в Дубай Молл, в Бурдж-Халифе. Хотя здесь есть такая достопримечательность, которую я рекомендую просто всем посетить, она очень интересная. По уровню самой Бурдж-Халифы, в принципе, они на одной ступеньке стоят. 219 метров. Мы показывали в прошлом нашем ролике Sky Views, обсерватория. В общем, можно отсюда посмотреть. Знаете, какое преимущество? Сейчас вам расскажу перед Бурдж-Халифа. А преимущество в том, что когда вы поднимаетесь здесь на 219 метров, чтобы обозревать окрестности, вы видите саму Бурдж-Халифа. Красивые фонтаны. То есть, если вы на Бурдж-Халифе стоите и видите просто город, то здесь вы видите Бурдж-Халифа. В общем, я надеюсь, вы поняли. Поэтому здесь тоже есть преимущество. Но также здесь есть стеклянная горка и даже какой экстрим. Мы вам уже показывали. Смотрите наши ролики, что, Алексей? Ну, прицепиться, альпинистское оборудование, да, пройти. Ну, это было в наших роликах, мы, в общем-то, идем, но каждый раз могу сказать, что вот второй раз подряд мы посещаем это место. Потому что нам это очень нравится. Так же, как и La Perle представление. Кстати, сейчас мы тоже зайдем. И народу достаточно немного, в отличие от Бурдж-Халифа, где там толпы. Билеты мы не покупали заранее. Сейчас сколько у нас? 11 часов? Нет, 12, час, наверное. Час уже как раз. Вот время показываем, да. И народу немного, вы видите. Сегодня понедельник. Туристов очень много. Была пасхальная неделя. Каникулы. Ну что, собственно говоря, 219 метров. И вот оно преимущество. Алексис. Вот оно. Бурдж-Халифа, смотрите. Все видно. Мы сейчас выше поднимемся. Там будет... Да, мы выше поднимемся. А вот там люди готовятся к экстриму. Вон там. Если вы экстремальный, можете попробовать свои возможности. Экзамен сдают на промышленный альпинизм. Филиппинцы. Шутка. Нет, ну это типа тоже вот можно пройтись не только по стеклянной поверхности, а кто не боится высоты, тут может выйти за пределы. Вот, с помощью техники безопасности и инструктора, прицепившись, посмотреть, как говорится, с высоты птичьего полета. Ну и сделать какие-нибудь уникальные фотографии в таком состоянии. Достаточно интересно.
Ну что, теперь самое интересное. Ходим по стеклянному полу. Встаем, вот так не боимся. Висим в воздухе. Ходим по стеклу. Оп. Для тех, кто совершенно не боится высоты. Зато можно все улицы отсюда рассмотреть. Все улицы, все дома, машины. Ну, вот стекло, видите? Вот такой тоже есть экстрим. Вот его чистят периодически, чтобы можно было сидеть, хорошо рассматривать. Ну и, конечно же, каждый раз, когда мы теперь приезжаем в Дубай, мы обязательно посещаем Дубайскую оперу. Дом, кстати, подрос. Если вы посмотрите предыдущий наш ролик, мы там показывали. Но вот она, опера. И замечательный фонтан, который тоже изображает хлопки, если прислушаться. Уже рассказывали о Дубайской опере, о том, что это уникальное архитектурное сооружение в форме традиционной арабской лодки. Внутри оперы потрясающая акустика и трансформируемое пространство. Зал может превращаться из театра в банкетный зал или концертную площадку. Здесь проходят мировые оперные постановки, различные балеты, мюзиклы, киносеансы. И вообще здесь потрясающая атмосфера, невероятная, достойная самых крупных сцен мира. Ну что, пойдем мы сегодня на концерт замечательного пианиста Михаила Плетнева. Будем наслаждаться музыкой, наверное, какие-то известные произведения. А вообще вам рекомендуем обязательно посетить оперу при посещении Дубая. Даниил Лазакович, Швеция. И Михаил Плетнев, пиано. Швейцария. Да. Ой, это опера просто шикарно. И много очень нарядных женщин в красивых платьях от модных кутюрье. Так как здесь есть Emirates Mall и Dubai Mall, и все самые-самые шикарные бренды, мировые, известные. Поэтому здесь можно было увидеть, ну, прям, ну, очень модные платья, красивые наряды. Такая публика сегодня, любители музыки, культуры, собрались в Дубайской опере послушать концерт знаменитых музыкантов. Ну и мы тоже будем наслаждаться. А вы, конечно же, при возможности и при посещении Дубая обязательно посетите оперу. Перед началом концерта зрители предупредили, что видеосъемка запрещена, поэтому мы просто слушали музыку и наслаждались концертом. У нас замечательный концерт, конечно. Только единственное, хочется пожелать людям, которые здесь проживают, нашего бывшего СНГ, более культурными быть в театре, соблюдать этикет, вставать, когда хотят пройти другие люди, если вы сидите с краю. Ну, вот очень много неприятных моментов, которые, конечно, нам после Испании очень тяжело воспринимать.
Концерт замечательный, конечно. И опера очень заслуживает особого внимания. Единственное, что не достает этикета, конечно. Но не местным, а, конечно же, представителям нашего бывшего СНГ. Обращайте на это внимание, пожалуйста. Ну, неприятно такие вещи говорить в видео, но приходится иногда этого касаться. Смотрите, какая красота. Две такие достопримечательности. Вот эта опера и вот эта вот башня Бурдж-Халифа. Две красоты в одном месте. Замечательное местечко, очень красивое. Ну что, Алексей, пришел к фонтану Бурдж-Халифа. Да, мне очень нравится фонтан у Бурдж-Халифы. Я думаю, многие здесь бывали, смотрели это замечательное шоу. Ну ничего, друзья, не волнуйтесь, скоро откроется новый фонтан, и мы будем снова радоваться новым, самым большим. С 19 апреля он закрылся, наверное, на реконструкцию, там большой фонтан. Но я его видела, из окна, да, так что мне повезло. А это, конечно же, Бурдж-Халифа и прочие высотки. Ну что ж, дорогие друзья, а вот это вот тот самый пешеходный переход. Ну, не пешеходный переход, а как это назвать? Туннель с траволаторами, с кондиционером. В общем, здесь можно комфортно ходить в жару из точки А в точку Б. Пешеходная такая тропа. А под ней, кстати, тоже удобно, тень. И это очень актуально для жары. Какая красивая вечерняя перспектива. Сейчас апрель месяц, мы приехали сюда, в Дубай, в апреле. Погода здесь 35-37, но температура воды просто шикарная в бассейне. И, конечно же, сейчас, когда в Испании поплавать еще пока нельзя, ну, не все могут в 20-22, в бассейнах еще прохладно. То есть сезон начинается несколько позже, то здесь, в принципе, уже достаточно комфортно плавать в бассейне. Ну, в залив мы не идем, у нас свое море есть в Испании, но, тем не менее, вот очень комфортно поплавать сейчас. Поэтому это время. Дальше наступает уже такая невозможная жара, но вот апрель месяц, это время, оно еще достаточно комфортное для плавания. Очень комфортная температура в бассейне, то есть можно плавать, ну, целый день практически. Ну, и немножко душновато, но вечером, в общем-то, очень хорошо. Так что, если соберетесь в апреле, имейте в виду вот эти тоже нюансы. Причем, не рекламируя никакие отели, хочу показать вам, какой шикарный вид. Вот можно останавливаться даже в центре Дубая, но с хорошим видом. Вот видите, Бурдж-Халифа прямо видна у нас с лежаков практически. То есть мы лежим на лежачках и любуемся вот таким видом. Шикарно просто. Ну и небо голубое, конечно, вечер. В районе 6 часов достаточно хорошая температура, очень комфортно. А днем всегда есть чем заняться, сходить в музей или заняться шопингом, посмотреть разные интересные достопримечательности. Везде очень кондиционировано. Вот много птичек сейчас, много зелени. Главная вода испанская. А с нами испанская водичка. Вот так. Хотя воду здесь нам тоже выдаются бесплатно, и ее прям вот сколько угодно пей. Здесь нет такого, что вода вам продается прям в отеле, ее ставят.
Ну, купить, конечно, тоже можно в магазинах везде. Я имею в виду в отеле, она всегда выставляется, это классно. Вот так вот, друзья, мы гуляем по Дубаю. Температура каждый день разная. Вчера было порядка 42. Сегодня у нас 33. И вот 33 уже чувствуется прекрасно. Можно спокойно гулять даже днем. Но мы стараемся не находиться на солнце. Так что это совет, в принципе, известен всем. Не забывайте очки, солнцезащитные средства, головные уборы, удобную обувь и хорошее настроение. Ну что, говорят, в Дубае очень жарко. Вот еще могу сказать, что здесь можно покататься на льду. Тоже в Дубай-моле есть такая прекрасная ледяная площадка, каток. И можно покататься. Прохладно, да, достаточно. Вообще хорошее кондиционирование в этом моле. Ну, с удовольствием. Местные, я смотрю, катаются, и люди разных национальностей, естественно. В общем, вот так вот. Можно даже на коньках покататься. Кстати, и, по-моему, в этом же моле есть горные лыжи. Нет, это Мол Эмирейтс. Мол Эмирейтс, да. Так что вот так. Маленький вам обзорчик. Чем заняться в Дубае. Сейчас я спрошу, почему индийские граждане все меня фотографируются с моими усами. Ответь. Все просто. Очень просто. Красивые усы. Thank you. Thank you very much. А это следующее интересное место, дорогие друзья, музей будущего. И выполнен он, видите, круглый. Кто-то говорил, что в виде кольца, я прочитала, что в виде тора. То есть это такая вот геометрическая фигура, полая внутри. И вот эта вот полость внутри, то есть незаполненность, это означает, что будущее неизвестно, оно еще не построено, оно не написано. И тут как раз музей, все вот разные экспозиции, много этажей, можно посетить. И многие идут посмотреть обязательно этот музей. А вот он и символизирует будущее, настоящее, которое строится сейчас руками человека, да, и будущее, которое еще неизвестно. Но все люди стремятся к тому, чтобы построить будущее, чтобы достигать чего-то, двигать и так далее. Ну, а сейчас мы просто зайдем, билеты мы покупали заранее и посмотрим, что там такого интересного. Пойдемте с нами. I'm simply here to interact and engage with people. I don't have a gender like humans. My main purpose is to engage in conversation and provide information. I don't have an age in the traditional sense, but I'm here to interact and engage when... Нам предлагают сделать фотографию с помощью робота. How many price? No obligation. If you like, you buy 150. You can just try and later decide if you buy it or not. Okay. Вот такое здание красивое. Потом я вам расскажу про это здание. То есть, говори. От вас ничего не зависит, просто подойдите и сфотографируйтесь. Если вам понравится, купите. Если не понравится, не купите. Мы хотим просто посмотреть, как работает этот робот, поэтому нам это очень хочется попробовать. Мы идем. Хорошо. В музее будущего в Дубае можно создать духи по индивидуальному рецепту с помощью искусственного интеллекта. Пройдя персонализированный тест, вы получите формулу 3 уникальных ароматов, которые можно заказать прямо на месте. Это не просто аттракцион, а настоящее слияние технологий и искусства ароматов. Конечно же, мы тоже прошли такой тест, и я заказала себе 3 уникальных аромата. Ничего себе. Интересно, как они пахнут. Формула ароматов, формула духов. Потом. Ничего себе. Ставишь, смотришь.
Мы прошли тестирование, то есть я ввели код и пошли изготавливаться духи. Не знаю, какие ароматы, потом я вам скажу, но забавно, очень интересно. Ну, на самом деле, конечно, это маркетинг, просто направлен на то, что человеку любопытно. Мы существа любопытные, мы хотим все, конечно, попробовать, люди, ну и поэтому пользуемся вот этими технологиями, ну а тот, кто зарабатывает на этом деньги, пользуется нашим любопытством. На самом деле интересно, конечно. Секретная формула. Секретная формула Татьяниных духов. Здесь в Музее будущего можно не только полюбоваться на процесс, но и прямо сейчас наблюдать, как создаются мои собственные духи. Это несложная, но очень увлекательная процедура. Я прошла специальный тест, около 10 минут на английском языке, совершенно разнообразные вопросы, и теперь по его результатам, вы видите, мне готовят 3 аромата. И таким образом всего за 30 евро я получаю 3 флакончика по 5 миллилитров. Ну а в следующий раз мне даже не придется снова проходить тест. Можно просто назвать номер рецепта и заказать свои духи на первом этаже, не заходя в сам музей. Это удобно, красиво и точно, я повторю, а можно сделать кому-то подобный ароматный и уникальный подарок. Автоматически закрываю. А здесь этикетка. Свое название. Все это вот хорошо упаковывается в вот такую замечательную коробочку. Дает. А вот, собственно, как выглядит эта коробочка. Сейчас я ее открою и покажу вам, что там за духи. Смотрите, как забавненько. Духи называются Татьяна. Вот как здорово. Что это? Ну, для ноутбука, видимо, лишь 1000 дирхам. Делите на 4, вы узнаете стоимость. Кстати, вот с надписями. Вот сами надписи как раз. Мы их расшифруем, да? Точно SEO управленец. Уроки. Как стать лидером, да. Даже у нас есть книжка на историю. Дорогие друзья, всю экспозицию, конечно же, музея мы показывать не будем, для того, чтобы сохранить ваш интерес и для того, чтобы вы ходили по музею сами. В рамках этого видео мы просто показываем обзор такой, что можно посетить в Дубае. Ну, конечно же, мы пьем здесь кофе и, конечно же, съедим мороженое. И кофе у нас стоит, ну, вот вы, собственно говоря, можете посмотреть в чеке. Здесь мы в таком пространстве сидим и пьем кофеек. С пакетиком с духами за 30 евро, 3 штуки. Кстати, перед Музеем будущего стоит подобная скульптура. 3 пальца символизируют победу, триумф и любовь. Символ успеха, введенный шейхом Мохаммедом. И еще вам на заметку, что по Дубаю перемещаться на такси очень удобно и по цене вполне приемлемо. И даже нам показалось дешевле, чем в Испании. Причем здесь сейчас много такси, таких как Tesla и BMW 7 серии. Комфортно, быстро и стильно. Вот кто-то говорит, что в Дубае очень жарко. Да, сейчас, конечно, уже наступает жара. Но зато можно ходить вот по таким переходам, пешеходным дорожкам, крытым, освещенным и с кондиционером. Очень хорошо кондиционировано все. И есть даже всякие траволаторы, эскалаторы. Вот такой вот пешеходный переход, по которому мы прошли. Прикольно. И много-много таких в центре Дубая. Очень здорово. Ну и, конечно, сравнить отели в Испании и в Арабских Эмиратах, конечно, это несравнимая вещь. Просто даже пройтись. Чистота, порядок. И такая красотища. Хрустальная люстра. И выход в лобби.
А вот что мне еще нравится. Здесь, отдыхая в Дубае, мне очень нравится посещать кофейни. Смотрите, какая чистота, уют. И действительно, этому уделяется очень большое внимание. Именно качеству кофе. Кофе очень вкусный. В данном случае мы пробуем кофе лавацца. Пирожные с золотым покрытием. Смотрите, прямо видно, золото 22 карат. Полезное для организма, который не вступает ни в какие реакции. И это, правда, действительно вот настоящая такая золотая фольга или покрытие. Такое пирожное. В общем, качество, чистота, вкусный кофе. Причем найти его не проблема в Дубае. Ну и, соответственно, смотрите, какой дизайн. То есть, действительно приятно заходить в такие кофейни. Вот в Испании такое, конечно, редкость. Ну, за исключением, может быть, места Мадрида и единичные места, которые мы посещаем у себя в Ариуэла-Коста. Смотрите, в кафе девушка-бариста сделала нам вот такой вот лавацца, во-первых. Такой замечательный кофе, даже с сердечком. Кстати, швейцарский шоколад. Швейцарский шоколад. Вообще вот в Дубае найти место, где вкусно поесть, японская кухня, ну любая, итальянская, а также такие вот уютные, чистые, да, подача. Ну для нас, эстетов, это очень много значит. Мебель, подача, чистота на полу, чистота витрин, красивый интерьер. Это просто замечательно. Музыка, кондиционирование, запахи. Поискать, конечно, в Испании приходится искать такие места, потому что, ну, многое нас не устраивает, где-то кофе это просто невкусно, а здесь, ну, практически много таких мест, очень много. Еще одно из впечатляющих мероприятий в Дубае – это шоу «Ла Перль». Мы посещаем его уже во второй раз. Это музыка, свет, вода – все на высшем уровне. Так что при посещении Дубая очень рекомендуем вам посетить «Ла Перль». Мы по-прежнему в Дубае. Вечер, красивая обстановка, романтик такой, вода шумит. Смотрите, какая красота. Прохладно, ветерок. Впереди красивая набережная, Бурдж-Халифа, высотки, романтик, рестораны, там музыка. Здесь даже прогулочные кораблики проезжают. А вот здесь вот станция водного такси. Сзади отель «Хилтон», и мы только что посетили водно-музыкальное представление «Ла Перл». «Ла Перл», жемчужина. Кстати, кто будет в Дубае, рекомендую обязательно. Второй ролик про это рассказываю, про Дубай. Очень интересно, классно. В общем, вечер, гуляем, ветерок легкий. Ну, приятная погода. Нам в этом году, в апреле 2025-го, повезло посетить Дубай в такую хорошую погоду. Ну что ж, дорогие друзья, мы рассказали вам о том, как интересно провести время в Дубае. Вообще немножечко приоткрыли завесу своей поездки. Она у нас была какая, Алексей? Деловая или туристическая? Совместная. Да, немножко того, немножко другого. Надеюсь, что вам это интересно. С вас комментарий, подписка, лайк. Увидимся в следующем нашем ролике. Всем удачи, добра, диос амигос. Чао-чао. Пока-пока.